Привет, меня зовут Артур, и я снимаю свои путешествия на видео. В одном из прошлых выпусков я обещал вам сделать обзор на маленький эстонский город Пярну. И вот он. Билеты из Риги нам стоили 2,50 евро за штуку, то есть за двоих туда-обратно я заплатил всего 10 евро. Мы очередной раз попали на акцию, на этот раз эстонской компании superbus.com, которые только недавно пришли на латвийский рынок пассажирских перевозок. Купив билеты, мы занялись подбором отеля и остановились на Estonia Resort Hotel and Spa 4 звезды. Потрясающий, 8,9 его рейтинг на booking.com. Отличное расположение рядом со старым городом и наличие спа. Отзывы о нем были шикарные, и я, недолго думая, отдал 109 евро за одну ночь. Все ли так красиво в жизни, как на букинге? Сколько стоит поесть в старом городе? Есть ли где погулять в маленьком городе Пярну? Ответы на эти вопросы и еще много всего в этом видео. Погнали! Ну что, дорогие друзья, вот на таком автобусе мы приехали. И, заплатив за билеты, 3 евро на человека в одну сторону. Пярну! Вот он такой. Ну, это, конечно, еще не старый город. Это только его преддверие. Европа. Ну что, решили мы такси не брать, а пройти этот километрик или полтора, сколько там, своими ногами. Растрясти наши толстые европейские попы, мне все равно ничего не видно. Сразу такая маленькая достопримечательность на улицах Пярну. Этот старый паровоз. Ну, наверное, интересно. И, кстати говоря, отель Пярну. Вот он здесь, прямо рядом с вокзалом. Красивое место, но мы сегодня не в него. Смотри, фонтаны какие красивые. Видишь? И арка интересная какая. Конечно же, куча пабов, где наливают пиво. Я подозреваю, что мы сегодня в какой-нибудь из них зайдем. Да? Конечно. Поедим и выпьем, может быть, бокал пива. Я, конечно же, про это расскажу и предоставлю цены. Ну, цены здесь среднеевропейские. Дешевле, чем в Таллине, но дороже, чем, кстати, во многих российских городах. Я тоже сравнивал цены. В Европе все-таки подороже. Мы все еще идем в отель, и по дороге нам встретилась, у кого-то во дворе стоит пушка. Не знаю, честно говоря, к чему эти люди готовятся, но они явно знают больше, чем мы. Я вижу, что тут справа есть один барчик, и слева есть один барчик. Саку, так называется эстонское пиво. Ну, нормально. Милые заведеницы. Вот мы уже, можно сказать, что почти пришли. И это, кстати, центр города, насколько я понимаю. Все такие маленькие домишки. Атмосфера здесь домашняя. Напоминает очень-очень такую старую Европу. Очень тихо, очень спокойно. Куча полиции. Очень узенькие тротуары. И идти тут можно только гуськом, друг за другом. И вон уже виднеется наш отель. Какой-то там спа. Estonia Resort and Spa. Именно так. Ну вот он уже наш отель. Estonia Resort Hotel and Spa. Здесь главный вход. Выглядит все это солидно. Я так понимаю, что этот переход, да, ведет к спа. Спа там у нас. Спа тоже мы посетим. Не знаю, можно ли будет взять с собой камеру. Я, конечно же, постараюсь это сделать. Вон латвийские машинки. Если вы меня смотрите, привет. Все, вход. Красота-то какая. Сразу видно то, что серьезный отель. Так, ну вот, вроде мы зачекинились, но сказали то, что номер наш еще пока не готов. Мы приехали в час, а
Заселение обычно в 2, поэтому мы идем гулять по городу. Да, еще хочу сказать то, что туалеты здесь шикарные. Я сужу о заведениях по их туалетам. Поэтому мы идем гулять и снимать. Вот у нас тут парк, и мы дошли до старого города. Граффити. Как ее нарисовали, хрен знает, она какая-то большая очень. Ну все. Любимое слово хрен? Мы пришли. Да, я еще говорю слово жопа. Мне кто-то из комментаторов там говорил, почему в этом видео нет слова жопа. Оно есть, друзья, вот оно, пожалуйста. Вот, ну и... Я понял, хорошо. Современное здание среди старых. Очень, очень... Мне нравится. Очень сильно, да. И красивый Мерседес. Классика это уже. И кто это? Дэвид Боуи? Похоже. Вот мы подходим к самому сердцу Пярну. И как обычно, когда нужно, поесть негде. Церковь какая-то. Да, я какой-то неправильный, наверное, видеоблогер, потому что я не даю никаких исторических фактов. Я быдло-видеоблогер. Я считаю так, что если человеку что-то интересно, он может сам загуглить и всю информацию найти. Передвижная машина для кофе. И мороженого, наверное, да. Шикарно, шикарно. Маленькие улочки. Ну вот вам примерно цены. То есть кофеек 2,50, чай евро 30. Ну, пиво, насколько я уже тут выяснил, стоит около 3 евро. Да, вон соляночка за 3 евро, шашлык 5,50. Я скажу, что это цены дешевые. Ну и местечко вот такое вот, открытое кафе. Летний вариант. Напоминаю, мы все еще ищем, где бы нам поесть. Так, ну, решили мы зайти покушать вот прямо сюда. Вот такое вот местечко. Давайте посмотрим, что там. Ну что, разговаривают тут официанты на русском языке, в принципе, без особых проблем, а также на английском и эстонском. Немножечко пройдемся по ценам. Пиво мне порекомендовали взять Saku Cold Draft. И 0,5 мне обойдется в 3,50 евро. Сидр 4,30. Чай, кофе до 2,50 евро. Сок евро 50. Водка 3 евро. Салатики в районе 6 евро. Кебабы 9 евро. И пицца 9 евро. Что касается десертов, тут они тоже достаточно дорогие. Это где-то 4,50 до 5 евро. Да, и в этом ресторане включен налог, но не включена плата за обслуживание. А это значит, что официантам вы будете давать чаевые сами, сколько решите. Вот, нам принесли пиво. Официантка мне порекомендовала, сказала, что оно настоящее эстонское. Давайте его пробовать. Ну, первое, что я отмечу, пены очень много, и это не совсем хорошо. Ну, возможно, что оно мне понравится. Ну, что могу сказать? Оно сладковатое. Чувствуется ячмень очень сильно. Оно легкое, я бы сказал. Но сладость говорит о том, что оно достаточно крепкое. В принципе, скажу честно, что бывало и получше, но, в принципе, пить можно. Так, вот что нам принесли. Салатик греческий. Кстати, перемешанный. Это что это? Что это? Что это? Омлет. Омлет? С сыром. Офигеть. Там внутри ветчина и сыр. И салат какой-то с майонезом. И что интересно, принесли хлебец, и можно его помазать аджикой. Хлебец, это пита. А это тирамису. Стоило оно 4,50. Это кофе-латте. Стоило оно 2,60. Ну, в принципе, нормально. Говорят, что его готовит сам шеф-повар, турок. Ну, скажи же, стоило, да, 5 евро? Ну, вот так вот. Ну и, конечно, самый опасный момент любого застолья в ресторане – это счет. Вы видели, что мы брали, и за это все заплатили мы 22,70 евро. В принципе, 20-ка для старого города. Учитывая, что мы попили пиво, поели, хорошо поели. Хороший десерт. И поели, да, хороший домашний десерт тирамису.
20-ка это нормально. Давай сделаем небольшие выводы по этой кафешке. Еда там вкусная? Да. Еда там очень вкусная. Шеф-повар хороший. Действительно не обманула официантка, и все действительно было классно. Цены там высокие, да. Ну, невысокие, они средние для старого города. Ну, такие, да. То есть, ну, любителям халявы, наверное, не сюда. И находится оно, это кафе, прямо рядом со станцией автобусов, куда мы и приехали сегодня утром. Кстати, зарядка для электромобилей, точно. И отель Пярну, о котором я уже рассказывал. Мы идем в магазин, в универмаг, чтобы купить что-нибудь на вечер. Для олдфагов есть такси «Волга», на которой наверняка можно покататься. Наверное, жрет она топливо немерено. И я думаю, что стоит тоже немерено. Ну вот, наконец-то мы пришли в отель и нас заселили. На 4-м этаже нам дали номер. Сейчас мы туда отправимся. А также дали ключики для спа. Лифт. Так. Поехали. Вот это ключик от номера. Все, сейчас мы увидим все. Так, сейчас скажу, какой у нас номер. 416. В какую сторону? Понял. Так. Да, за номер я заплатил 109 евро. Туда включен бесплатный спа. Итак, давайте открывать. Ключик здесь. Так. Ну что, момент истины, дорогие друзья. Охренеть. Уже я вижу то, что более чем шикарно. Ну да, дали нам все-таки 2 маленькие кровати, а не одну большую. Ну ладно. Что я могу сказать? Номер очень и очень чистый. Я так понимаю, да, фри, бесплатная вода, телевизор и зеркало, конечно. Так, сюда можно положить наши вещи, наши чемоданы и все остальное. Что касается шкафа, тут более чем стандартно. Полотенчики, тапочки и халаты, говорят, тоже есть. Что это такое? Я не знаю, что это такое. Так, самое главное это туалет, конечно же. Давайте туда пойдем. Так. Конечно же, все шикарно и блестит, я бы сказал. Да, есть фен, зеркальце, мусорник и, конечно же, душевая кабина. Тоже, ну, за чистоту этому отелю десятка чистейшая. Супер, супер. Идем дальше. Маленький чайничек, конечно, лампа. И дверь, наверное, в другой номер. Она закрыта. Ну, в гости мы к никому не пойдем. Так. На стенах тут висят картины. Выглядит это тоже красиво. И какие-то книжки. Что это за книга? Наверное, на эстонском языке. Слушай, и ручка? Нам дарят ручку? Офигеть. Закрыто. Так, хорошо. Ну, вида как такового здесь нету. Здесь есть непонятная стенка с вот такими вот маленькими окошечками, через которых, конечно же, ничего не видно. Только вот поднявшись на цыпочки, можно видеть, ну, не знаю, какие-то здания. Вот, кстати, это спа там как раз, коридорчик маленький. И балкон. Но балкон это не наш, мы туда никак не попадем. Ну, не скажу, что это хорошо. Конечно же, это жирный минус данному отелю. Ну что, мы все тут обыскали и не нашли холодильник. Мини-бар, ладно, фиг с ним, но отсутствие холодильника это, конечно, непростительный минус и достаточно серьезный косяк этого отеля. Нет, ладно, люкс-де-люкс это очень хорошо, там есть, нету эти холодильники, понятно, но я считаю, что в номере за 109 евро холодильник просто обязан быть.
Если такой вот вид из окна можно списать на фишку отеля, то холодильник я им не прощу. Но, что хочется отметить, чистота тут, это, еще раз повторюсь, как в аптеке, все более чем стерильно. И, конечно же, кондиционер, который работает. Работает он прекрасно, тихо. И вот он, кстати, вот эта дырка, это именно он. Рядом с телевизором есть подключение для интернета, что в принципе неплохо. Что, а я хочу протестировать Wi-Fi специально для вас. Вот он, даже тут что-то похожее есть. Подключаемся, и моментально он подключен. Пробуем зайти на наш дорогой YouTube. Да, и моментом он заходит. Поэтому вывод однозначен, Wi-Fi тут шикарный. Ну, на download это до 20 мегабит в секунду, что более чем неплохо. И на download аж до 17 и до 18, что тоже очень-очень хорошо. Мы стоим на территории отеля Desert Rose. Все шикарно работает. Хорошо, здесь высший балл за Wi-Fi, однозначно. Идем в спа. Идем в спа, дорогие друзья. По тому самому переходу, который вы уже видели. Где-то там наш номер. А мы идем. Как видите, все в халатиках. Выдали. Вот, тапки такие. И такие халаты. Огромные. Как-то здесь жарковато, да, уже чувствуется дыхание бани. А это специально, потому что ты когда оттуда с воды, тебе нельзя в пол попадать. Оказалось то, что в самом спа-центре очень жарко и влажно. Снимать там не было никакой возможности, а GoPro у меня нет. Итак, спа. Такой вид отдыха я пробовал впервые. И все, что я буду рассказывать дальше, мое личное мнение. Спа в отеле Estonia Resort Hotel – это огромный бассейн, в котором хаотично разбросаны джакузи, горячие ванны, гидромассажные ванны, мини-бассейн с течением, различные сильные потоки воды в самых неожиданных местах. Очень приятно было промассажировать пятки и спину в одном из них. На открытой веранде стоят две джакузи и лежаки для любителей позагорать. По периметру расположены бани или сауны, их много, отличаются температурой, есть по 60 градусов, есть по 100. Арома сауна, солевая сауна. Там тебя намазывают солью, ощущение интересное, даже немного больно. Но говорят, что полезно. Есть сауна для детей, градусов внутри совсем немного, и висит телевизор с мультиками. За дополнительные деньги тебя отходит веничком специально обученный человек. С безопасностью тоже все отлично, стоят камеры, за пультом сидит охранник, по помещениям ходят сотрудники. Но даже они вам не помогут, если вы подскользнетесь на влажном полу. Поэтому мой вам совет – берите с собой резиновые тапочки. Напитки и пиво стоили очень дорого, около 5 евро за штуку. Бесплатно предлагалась водичка с лаймом или чем-то вроде апельсина. Что вам понадобится в спа? Да ничего, вам все дадут, максимум тапочки. Будет ли комфортно с детьми? Да, им будет чем заняться. Можно ли брать с собой электронные приборы? Нет, там везде вода, а там, где нету воды, все равно влажно. Не будет ли там скучно? Не знаю, как вам, а для меня 4 часа пролетели как 1 минута. Стоит ли спа-комплекс своих денег? Однозначно да. Напомню, вместе с номером я заплатил 109 евро за сутки. И в спа сидеть можно было хоть с открытия до закрытия. Что вот и настало утро, и пришло время пойти на завтрак и посмотреть, что этот отель может нам предложить. Очень красивое окно было в коридоре. Давайте пойдем. Так, попали мы на балкон, тот, куда выходит наш номер. Вот, показываю, что я имел в виду. Вот это окна в наш номер, вот такие они вот. Я так понимаю, что у остальных номеров такой проблемы нет. Вот тут такое окно, все большое достаточно. И только вот нам так, не скажу, что не повезло, но ну, такой номер. Вообще скажу, что балкон шикарный. При желании можно тут с бутылочкой винца посидеть вечером, когда тепло. Все будет хорошо. И мы все-таки попали на завтрак.
Внешне все выглядело очень прилично, аккуратно и чисто. Столы блестели. А что это тут у нас? Салаты, овощи, рыба, грибы, несколько видов сыров, мясная нарезка. Горячих блюд тоже хватает. Тут и любитель мяса, и вегетарианец найдут себе что поесть. Как же я мог забыть про сладкий стол? Он есть и очень разнообразный. Не поверите, там даже стоят пара бутылок неплохого шампанского. На завтрак. Шампанское, да. Само помещение сверкает чистотой. Есть телевизоры, огромные панорамные окна, удобные столики, и не чувствуешь себя как в столовке. Все очень напоминает неплохой такой ресторанчик. То, что мы взяли покушать, нам очень понравилось. Утром самое то. Разнообразны ли блюда? Да. Соответствует ли завтрак уровню отеля? Да. Были ли потом проблемы с желудком? Нет, еда действительно хорошая. И вот так отель наш выглядит с другой стороны. На этой террасе тоже проходят завтраки, ужины и всяческие мероприятия. И тоже номера, как видите. На этот раз они с балконами, все хорошо. Но здесь достаточно оживленная улица и, наверное, будет немножко мешать. В то время как у нас номер был очень тихий. А также я думаю, что на пляже мы подведем итоги по нашей поездке и по отелю, по еде. Ну что, дорогие друзья, мы уже подходим, где-то здесь уже пахнет морем, оно есть. И тут парк с такими интересными каменными скамеечками и столами. Точнее, скамеечки, наверное, деревянные, а столы каменные. Интересно. Вот, ну куча автобусов, понятно. Интересное здание какое-то красивое. Вчера тут стояла полиция, сегодня ее нету. Ну, сейчас пройдем, посмотрим, что там есть интересного. Фонтанчик. Красиво. О, кстати говоря, Пярну — это город велосипедов. Да. Тут вот велодорожки везде отмечены, тут они реально везде. И везде можно снять велосипед. Сколько он, 3 евро стоил в час или на весь день? Нет, в час, а на весь день около 10 евро. Да, ну 10 евро на весь день. Нормально. Ну, цены. Ну вот цены, да. 1 час 2,50, ну и так далее. То есть чем 7 больше часов, тем выгоднее. Да, 7 дней и 47 евро. А на весь день, ну, десятка. Все, дорогие друзья, мы пришли на пляж. Полностью у нас это заняло очень медленным шагом. Минут, наверное, 7, наверное, да? Ну, до 10 с нашего отеля. Куча народу. И все происходит. Народ отдыхает и загорает. Вот он, очень красивый пляж. И чем отличаются пляжи стран Балтии? У нас очень мягкий, мелкий песочек. И по старой доброй балтийской традиции, конечно же, пивная кафешечка. 3 евро за день стоит лежачок вот такой вот. Кому платить 3 евро, непонятно. Наверное, при желании можно его взять и уйти загорать. Кабинки для тех, кто стесняется переодеваться при всех. И будка спасателя. Что у нас там? У нас там море. И непонятное место, что там, наверное. Ну, не может быть, что отель. Кафе, да, скорее всего. Потому что слишком шикарно было бы, ну, отель на берегу моря. Я предлагаю попробовать воду. Хотя сейчас 29 мая, и она должна быть холодной. Да, еще один, ну, минус, наверное, Балтийского моря, оно никак не хочет прогреться. И оно очень холодное. Да, оно не успевает, у нас очень мало. Длится лето, очень мало жарких дней. В основном это дождь и пасмурная погода. Так, ну что,
Покажу я вам небольшую панорамку. Вот как это все выглядит дело. Люди есть, люди гуляют, даже кто-то там купается. На горизонте огромное количество яхт. Очень красиво. И там какие-то ангары большие. В общем, все вот как-то так выглядит. И скажу я вам, красиво, но очень ветрено. Так, будем пробовать воду руками. Так, опа! Ну, в принципе, нормально. Не ледяная, хорошая. Я бы, наверное, может быть, и зашел бы, если бы мне было не лень. Так, ребята, а это самый настоящий отель прямо на пляже. Практически он выходит вот так вот. Ну, это шикарно, конечно. Вон какие огромные там балконы. И можно там вечером посидеть с любимым человеком. Это классно. Или с другом, опять же. И, может быть, выпить немножечко пива. И позагорать, да. И, ну, вид оттуда хороший. На вот эту песочную гору. Вот, кстати, мы нашли его название. Это Head-on Spa и отель. И, конечно же, роскошные машины на его стоянке. Значит, решили мы посетить вот этот вот маленький ресторанчик, пиццерию. И посмотреть, что они предлагают заскучавшим туристам. Давайте пойдем. Пойдем жрать. На улице сядем? Конечно, сядем на улице, это понятно. Немножко по ценам пройдемся. Пицца тут стоит... Сколько? 7 евро, да. Ну, до 7 евро стоит пицца. Пиво стоит до 3 евро, там 2,50, есть 2,80. Салатики стоят тоже там 5 евро где-то, 6, да. Давайте что-нибудь закажем. В общем, нам сказали то, что аппарат, приготовляющий пиццу, сломался. Поэтому мы выбрали немного другую еду. И это будут салаты и паста. А пока нам принесли кефир и колу. Такая вот паста с курицей стоила 5 евро. К ней принесли хлебушек бесплатно. И греческий салат, который стоил 4,90. И за это все мы заплатили 13,30 евро. Что по еде, то паста норм. Могло быть лучше. Да, ну действительно могло быть и лучше. В салате немножечко не тот соус, который надо. В принципе, для такой цены вполне сойдет. Вот мы гуляем дальше по старому городу Пярну. И подошли к очень известному местному ресторанчику Эдельвейс. Но сегодня мы туда не пойдем, к сожалению. Потому что мы уже покушали. А в Эдельвейсе цены достаточно высокие. Так, и мы подошли к какой-то интересной постройке. Это может быть даже и церковь. Раз уж так все хорошо, предлагаю подойти и посмотреть, что это за церковь. Вот он, кстати. Вот он, этот Эдельвейс. Он двухэтажный. И там действительно очень такая интересная рыцарская атмосфера. Так, ну что, это... Тебя за 6,95. Ну вот, я не знаю, честно говоря, что это значит. Ну, наверное, это церковь все-таки. Здесь как будто наш дом дворец там в Нарване тоже играет. Да, ну вот, такое вот очень красивое и высокое здание. Настало время подвести итоги. Пярну – классический маленький европейский город. В центре вы почувствуете атмосферу старой Европы на все 100. Несмотря на это, отели тут вполне современные, с кучей удобств для самых привередливых туристов. Кафешек и ресторанчиков тоже много, голодными вы не останетесь. Короче, качество еды и услуг на высоте. Да, цены. Друзья, это Европа, и тут не дешево. Это не Египет, где за ужин на двоих вы отдадите $10. В Эстонии смело умножать эту цифру на 2, а то и на 3. Да, 30 евро это норма для ужина на 2 персоны. Конечно, можно поесть дешевле в какой-нибудь пиццерии. Конкретно о Пярну погулять есть где. Достопримечательностей мало, так как городок и сам маленький. Цены чуть-чуть ниже, чем в Таллине. Остановиться есть где. Слава о местных спа-отелях гремит по всей Балтии.
Пляж очень хороший. Так, теперь насчет отеля Estonia Resort Hotel and Spa. Чистота 10 из 10. Месторасположение 10 из 10. Одинаково близко и от старого города, и от пляжа. Еда на очень высоком уровне. Из минусов, да, тот самый холодильник, точнее его отсутствие. И сам номер для его цены простоват. Но после посещения спа я был готов простить отелю все его минусы. Комплекс огромный, с кучей бань, джакузи, местечек отдыха и с огромными ценами. Но воду давали бесплатно, а больше ничего и не нужно было. В целом, это было отличное путешествие. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Ставьте лайк или дизлайк. Всем пока!